Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала об особенностях турецкой кухни. В этом видео вы узнаете, как в Турции готовят домашний натуральный кисломолочный йогурт. Это видео будет полезно всем тем, кто желает укрепить свой иммунитет, особенно противовирусный, а также для людей, желающих улучшить работу желудочно-кишечного тракта, для всех тех, кто желает сбросить лишний вес, ну или сохранить уже имеющийся идеальный вес. Всем тем, кому важно собственное здоровье и хорошее самочувствие, ну а также всем тем, кому нравится полезная и вкусная еда. И поверьте мне, что натуральный домашний йогурт с вареньем или с турецким пекмезом – это очень вкусный десерт с пользой для организма. Для того, чтобы приготовить домашний натуральный йогурт, вам понадобится, собственно, само молоко. От качества молока будет зависеть качество и вкус йогурта. Я использую домашнее молоко, которое мы постоянно покупаем у одного и того же фермера, и уже знаем, что это хорошее и качественное молоко без антибиотиков и какой-либо другой химии. Так как это домашнее молоко, я процеживаю его через марлю и кипячу минут 5-10. Но, конечно, можете использовать и магазинное молоко проверенного вами бренда. Магазинное молоко кипятить не нужно, достаточно лишь довести до температуры, близкой к температуре кипения. Выключив газ, я оставляю молоко остывать до температуры приблизительно 38-42 градуса. Если у вас есть кухонный термометр, это прекрасно. Если нет, то пробуем молоко чистым мизинцем. Считаем приблизительно до 8, и если горячо, но терпимо, то это как раз и есть та температура, что нам и нужна. Теперь в молоко нужно добавить закваску. Закваска – это полезные бактерии, которые и превращают молоко в йогурт. От закваски зависит вкус, густота и консистенция вашего йогурта. В качестве закваски я использую пару ложек старого йогурта, которого я сделала на прошлой неделе. И так я делаю каждый раз. То есть, когда я заквасила йогурт, я отделяю пару ложек йогурта, кладу их в чистую стеклянную баночку и оставляю на хранение в холодильнике до следующего раза, когда я буду заквашивать новую порцию молока. Вы же, если будете делать йогурт в первый раз, то можете купить специальную закваску для йогурта, которая в принципе продается во всех магазинах. Я сама лично, когда была на Украине, покупала такую закваску в супермаркете сети магазинов АТБ. Или же можно использовать пару ложек обыкновенного магазинного кисломолочного йогурта. Но желательно, чтобы это был именно кисломолочный йогурт без сахара и красителей. Чтобы хорошо развести закваску в молоке, я наливаю немного молока в пиалу с закваской и хорошо размешиваю. Выливаю все это в молоко и опять хорошо перемешиваю уже в кастрюле. Закваску я беру из расчета 1 столовая ложка на 1 литр молока. Накрываю крышкой и хорошо укутываю кастрюлю покрывалом. Ставлю в теплое место на 6-8 часов. Если же у вас дома прохладно, можно укутать еще и одеялом, или же поставить кастрюлю поближе к батарее. Главное для нас это сохранить тепло на 6-8 часов. Этого будет достаточно, чтобы хорошие бактерии, находящиеся в закваске, сработали и сделали из молока йогурт. Вот эти вот хорошие бактерии, которые в таком избытке содержатся в йогурте и называются пробиотики, улучшают микрофлору нашего кишечника, которая укрепляет наш иммунитет, а также улучшает наше общее самочувствие. Друзья, прошло приблизительно 6-7 часов, и мой йогурт уже загустел. У вас на это может уйти немного больше времени, 8-9 часов. Теперь нужно поставить йогурт минимум на 12 часов в холодильник. Так как я заквасила йогурт в 12 часов дня, и к вечеру он уже готов, я его на ночь оставлю в холодильнике и завтра утром покажу вам результат. Прошло около 12 часов после того, как я поставила йогурт в холодильник. Под крышку я положила бумажную салфетку для того, чтобы конденсат, который собирается на крышке, видите, она такая вот мокрая, чтобы эта влага не попадала в йогурт, чтобы он не становился водянистый. Теперь я убираю салфеточку, видите, она также влажная. Вот так вот выглядит йогурт. И теперь я хочу попробовать, какой он консистенции, какой он на густоту. Ну и, конечно же, на вкус.
Ну что ж, друзья, как вы видите, йогурт получился довольно-таки густой. Вот я ставлю ложку, и она у меня в йогурте стоит. Так как я не снимала пенку с молока, то на йогурте у нас есть такой вот тонкий слой сметана. В Турции говорят каймак, то есть такие сливки. Тонкий слой сливок сверху есть. Но это уже, конечно, зависит от качества молока. Вот такой вот консистенции и густоты йогурта. Друзья, кстати, когда ваш йогурт будет готов, не забудьте сразу отложить пару ложечек йогурта в отдельную чистую баночку. Это будет ваша закваска на следующий раз, чтобы вы не забыли, вы можете так увлечься, что скушаете весь йогурт, у меня такое уже было. То есть где-то приблизительно через неделю мне нужна будет эта закваска, чтобы сделать новую порцию йогурта. Друзья, так как семья у меня небольшая, в принципе, я и мой муж, нас только 2 человек, то вот такой вот кастрюльки, в которую помещается 2,5 литра молока, нам хватает на неделю. Но, конечно, турки очень любят йогурт, они едят его в любом виде, пьют айран, который делают из йогурта. Из йогурта мы делаем чорбы, мы печем бисквиты на йогурте, делаем всевозможные закуски, салаты. И поэтому я даже не знаю, много это или мало, но это очень полезный продукт, и я думаю, это как раз нормально. В турецких семьях, которые побольше, ну может быть 4-5 человек, там на неделю заквашивают 5-литровые кастрюли йогурта. Ну и, конечно, по желанию йогурт можно заквашивать и в баночках, это как вам удобно. Я же вот такую вот кастрюльку ставлю в холодильник. И каждый раз, когда я беру отсюда йогурт, я беру его, конечно же, чистой ложкой. Но молочной кислоты, которую как раз и вырабатывают вот эти полезные бактерии, ее хватает на то, чтобы сохранить йогурт где-то в течение недели. Так как вы знаете, молочная кислота это самый натуральный консервант, но не более. Поэтому через неделю мы покупаем новую порцию молока и делаем новый йогурт. И, как я уже сказала, конечно же, нужно обязательно оставить закваску для новой порции йогурта. Вот так она у меня хранится в баночке в холодильнике. И еще, друзья, ученые университета Мармара, который находится в Турции, провели исследование, в результате которого установили, что молочная кислота, которая содержится в йогурте, самым лучшим образом влияет на состояние десен. Люди, регулярно употребляющие натуральный йогурт, на 60% менее склонны к пародонтозу, чем те, кто его не кушает. А я лично очень люблю кушать йогурт, полив его сверху вареньем или турецким пекмезом. Это очень вкусный и, оказывается, еще и очень полезный десерт. Что ж, друзья, если вам понравился этот видеорецепт о том, как приготовить такой вот вкусный, домашний, полезный, натуральный кисломолочный йогурт, то я надеюсь, вы поставите пальчики вверх и подпишитесь на канал, потому что вы не захотите пропустить новую серию интересных и полезных видеорецептов турецкой кухни, в которых я буду использовать именно такой вот блюдо, будут очень полезные для нашего организма, но в то же самое время и очень вкусные. Так что подписывайтесь, жмите колокольчик и не забывайте писать ваши комментарии. Это не только мне приятно, но и помогает продвижению моего канала. Так что до скорой встречи, будьте здоровы и не болейте. Бай-бай!